Всем привет! Подписались, лайкнули и день со мной. Вот, ребят, выглянула из окна и увидела, что, оказывается, вот у нас есть такие ребята, которые приезжают, тебя подзарядят, помогут. Видно, аккумулятор сел. Это просто у меня была как-то ситуация такая, когда я пришла, не могу завести машину. Ну, я, конечно, никогда сама не была в такой ситуации, почему не заводится там или замерзла она где-то. Ну, я думаю, что же делать? Стала спрашивать. Мне говорят, у вас, наверное, за аккумулятор надо, чтобы его завели. Помогли там донора найти. Есть ли у вас эти крабы? Целая история была. Ну, какие у меня крабы? Не было у меня ни крабов, ничего. Я, конечно, быстренько посмотрела видосик. Вот, посмотрела видосик, что это за крабы. Ой, ну там целая песня была, что они там-то толстые, вы должны быть, шнуры, там вся вот эта ерунда, что если вы где-то зимой, аккумулятор у вас там сел, вот это находите донора машину, которая вас заведет. Ой. Поехала в магазин Ленту смотреть, мне говорят, там будет много крабов. Приехала, выбора никакого не было, какие-то крабы взяла, и даже не 5 метров, а там что-то метра 2,5, это очень мало. Ну, вернулась к машине, нашла донора. Донор говорит, я не знаю, как это заводиться. Я ему рассказываю, да вы не переживайте, я уже видео посмотрела, там, значит, плюс к плюсу, минус к минусу. Вы заведетесь, у меня пойдет питание, аккумулятор, я тоже заведусь. Ну, короче, а был парень с девушкой, такие молодые, он мне говорит, ну, они свое питание подали, я пытаюсь завестись, не завожусь. Все, расстроилась, что же аккумулятор, значит, сел, надо ехать выбирать аккумулятор. Ну и все, тут мимо проходит парень. Я у него спрашиваю, не подскажете вы, не сталкивались с такой проблемой, вот как правильно, чтобы донор заводился? Он посмотрел, говорит, если, говорит, подождете, я сейчас через 5 минут приеду на своей машине. Я говорю, да, конечно, у меня разве есть выбор ждать? И он приезжает. Но у него такая мощный внедорожник, он приезжает на этом внедорожнике, это, правда, то, что у меня маленькие крабы, по метражу он подъехал, включился, и как подал питание, это хорошо, и я завелась. Я спрашивала, почему я не могла завестись от той машинки? Он говорит, ну там, наверное, слабый аккумулятор. И я вот просто сейчас вот увидела в окно, что тоже вот есть такая помощь, оказывается, когда можно подъехать. Ну, вызвать, и тебе ребята подъедут, и не надо никого искать. Но у меня тоже был опыт, как завести аккумулятор. Я, конечно, в тот день посмотрела, что аккумулятор очень давно стоит по годам. Поехала в автосервис сразу, поставила, купила новый там аккумулятор. Ну, надеюсь, что несколько лет не надо будет этим заниматься. Вот такое маленькое приключение. Ребята, готовлю себе полезный обед. Запекаю. Сейчас у нас кабачки. И я запекаю, видите, 2 котлетки и кабачок. Без масла, без ничего. Полезное питание. Приехала в Шуваловский парк, а здесь людей, не знаю, то ли какие-то соревнования проходят, то ли что. Бывает, что есть экскурсии. Но это точно не экскурсии. Смотреть-то толком здесь нечего, но люди любят приезжать. Мы приезжаем, чтобы здесь просто погулять. Кафешка у них тут есть, чай, кофе. Ну, в таком стиле просто. Там не так солидно. Какие-то картинки. Все в старом. Ну, такое то, что нашли где-то. Выставили столики. Видите, сколько людей. Думала сегодня походить, а здесь, не знаю, то ли соревнования, то ли что. Все, что здесь можно посмотреть, это вот церковь неоготическая и склеп Палье, который, в принципе, и образовал этот парк.
Шуваловский парк, по-моему, еще был с 1720-го там какого-то года. Но вся, как говорится, планировка, рельеф и все обустройство принадлежало именно второму мужу графини Шуваловой, графу Палье, который здесь и захоронен в склепе. Все подходят, смотрят туда и думают, что это такое. А на самом деле это склеп графа Палье. Графиня его здесь захоронила. Он с ней недолго прожил здесь в Парголово, всего 3 года. Когда первый муж умер, она уехала жить в Швейцарию. Там познакомилась, и через 3 года после смерти первого мужа вот вышла за графа Палье, который приехал и весь ландшафт, все здесь обустроил, и нам это вот все досталось. Но позже она попросила православия вот в таком стиле построить церковь над его склепом. Ну и, пожалуй, что мне еще здесь нравится, это конюшня. Сейчас я вам покажу церковь, но потом конюшню еще, может быть, сниму. А пока у людей вот такая забава — кормить белок в парке. Видите, белки уже приучены и не кушают. Вон там, наверное, плохо видно, но они там бегают. Вон, видите, сколько собралось. Буквально в этом году возле этого пруда поставили лавочки. До этого здесь их не было. Ну, зимой почистят и будут кататься на коньках здесь. Вот так живут люди в парке. Хорошо им тут. А сейчас смотрите, какая красота осенняя. Просто красота. Такой домик. Просто мечта, правда? Жить в Питере, в парке. Но у них тут, правда, ни газа нету, ни печка топится. И, возможно, это просто такая летняя резиденция у них. И все. Вот такая необычная церковь стоит в парке. Видите, в неоготическом стиле. Сейчас я вам покажу, где лежит сам граф Палье, который вот сделал весь ландшафт парка. Он такой в основном лесистый. Здесь, конечно, много очень сосен. Здесь хорошо гулять. Что и делают все питерские. Приезжают здесь погулять. А вот здесь вот сразу под церковью, вот она стоит, видите, на холме. Вот и есть сам склеп графа Палье. Люди, конечно, заглядывают сюда и не понимают, что это такое. Но это вот склеп, а вверху вот церковь. Была построена она позже. И здесь вот от склепа уходит дорожка. Очень красиво летом здесь вообще. Ну сейчас смотрите, какая золотая осень. А дорожка выходит к дачам. И там же есть озеро. Здесь рядом вот тоже есть озеро, но здесь никто не купается. Здесь вода такая мутная. Собачки плавают, я знаю. О, так здесь по всему парку наставили лавочек. Молодцы, теперь есть где посидеть, конечно. Так что вот, видите, людей очень много. Очень красиво. А еще раздается звон, когда звенят колокола, там же вот колокольня. Дай на короткой, иначе будет. Она будет Какая узкая? Видите, как солнце падает красиво. Сам дворец, конечно, не восстановлен Шуваловых, но люди все равно приезжают на экскурсии, и, в принципе, вот посмотреть церковь, склеп, немножко так походить. Во дворец не пускают, потому что он принадлежит институту, по-моему, Токов. Они приезжают здесь на работу и работают в такой прекрасной атмосфере. Сейчас немножко дворца покажу. Вот с этой стороны видно. Вот, видите, было видно с каретами, где заезжали раньше во дворец. И дворец находится вот... Он не реставрирован, ничего, вообще в заброшенном виде. Вот так видно. Ну, там вот на крыльце львы, и с той стороны, конечно, можно обойти, посмотреть, увидеть, насколько он разрушен.
посетить Шуваловский парк можно, если вот вы хотите посмотреть такую необычайную православную церковь, как говорится. Но все остальное во дворец вы не попадете. Вот здесь просто лес. Хотя экскурсии я видела водят. Конечно, на карте очень интересно написано, что озера, там пруды, шапка Наполеона и так далее. Но там простые озера, даже не видно, что это шапка. Поэтому, ну, хотите просто приехать погулять, то можно и бесплатно. Здесь километра 2 где-то до общественной остановки, может, чуть больше. Но платить за экскурсии абсолютно незачем здесь. Так, еще дворец стоит за зеленью. Ну, не знаю, видно ли вам. Ну, конечно, вот столько людей приехало по парку погулять. Ну, вот это и есть одна из частей дворца. По-моему, это был первый дворец, который построен. А вот там за елкой это конюшня. Вот это красивое здание и есть конюшня. Представляете? Ближе не подойдешь, потому что забор. Вот так максимально близко я вам приблизила. Ну, красиво. Оно просто с такого камня. Никто бы даже не подумал, что это была конюшня при Шуваловых. Ну, за забор мы сюда не можем попасть, потому что все это, говорю, принадлежит институту. Но на этом я свой блог заканчиваю. Всем хорошего настроения. Подписали, лайкнули и пока-пока.